Всем привет, уважаемые мои зрители, уважаемые мои подписчики, те, кто за мной следит, не следит и так далее. У меня тут уже на столе, собственно, накладная. Сейчас попробуем очень быстренько рассказать о том, как приехала вторая посылка. Вот, ну, я, собственно, надеюсь, что вы мне поверите, что это новая посылка, то есть вторая и следующая. Очень аж она быстро приехала. Ну и все, сейчас я ее открываю и сразу поедем. Без лишних слов. Тут еще как раз сосед будет сейчас перфоратором работать, то есть все в идеале. Так, ну погнали. Хочу сразу заметить, посылка шла 72 дня, это очень быстро, кстати. Я, правда, не знаю, с чего мы тут сейчас начнем и что мы увидим здесь. Упаковано очень здорово. Собственно, вот по традиции уже сейчас показываю. Вот у нас уже пошло содержимое этой коробочки. Так, ну что, возвращаю на стол. Ну да, начнем с распаковки по очереди. Это у нас сразу сходу нас встречают запчасти на кошку Формулы-1. Покажу. Это у нас колеса на Формулу-1, которого у меня, кстати, нет. Это тоже диски на Формулу-1. Шины на Формулу-1 в очень крутом, кстати, состоянии. Хоть у меня ее и нету, но такие запчасти иметь тоже приятно. Это тоже диски. Вот. Хочу сразу заметить, в этой посылке у меня меньше лотов, скажем так. На порядок меньше, но их ценность от этого не падает. Поехали дальше. Так, вот это у нас очень ценная вещичка. Вот. Несмотря на то, что все говорят, что это невозможно, и нереально, или дорого, тем не менее, мы нашли платы. Это 10 запасных плат от кошек старого образца, ну как старого, раннего образца. То есть это у нас платы под 27 МГц. Сейчас все обязательно покажу. Значит, давай одну достану. Собственно, сама плата. Ну, они новые, абсолютно новые, без пробега, без ничего. Плата, потенциометр к серве и мотор сервы. То есть сюда добавляется только сам основной моторчик двигателя. Вот, вставляете кварц, все, у вас абсолютно новая аппаратура, то есть электроника управления. Вот, это то, что мне говорили, вот там дорого, не найдешь, или там вообще найти нереально. Вот, пожалуйста, 10 комплектов. Ну, я думаю, со временем еще закажу, это лишним не будет, это очень полезная штука. Так, продолжаем. Хо-хо, это у нас очень интересная штука. Я, конечно, уже более спокойно к этому всему отношусь и реагирую, потому что я это все видел как бы на фотках и ждал. Тем не менее, всегда интересно увидеть это вживую. Это у нас Нисмовский 350 на расширении. Обязательно в любом случае будут обзоры по всем машинам, даже не сомневайтесь. Вот, но пока, наверное, здесь он постоит. Дальше продолжим. Это у нас тоже кто-то. О, да, это классная вещь. В этот раз упаковка даже посерьезнее, я бы сказал. Толстая пупырка, тонкая пупырка. Стараюсь не затягивать. Это у нас вайпер. Просто вайпер, который, ну, нигде не найдешь. Вот так покажу. Это у нас американец, чистокровный. Dodge Viper с какими-то еще кучами там модификаций. Вот. Сразу вижу тут диффузор, карбон, шариковый дифференциал, трубы. Трубы вообще ни разу в жизни не видел. Какой-то очень кастомный кастом.
Крутой, крутой, на самом деле крутой. Я и на фотографиях как бы, ну я его ждал. Он и на фотках был крутой, и сейчас вообще супер. Отлично выглядит. Мы еще проверим, как он едет. Он затюнингован очень глубоко, скажем так. Так, дальше. Легендарная Зверь во плоти F40. Ну, это Ferrari. Я без лишних слов даже. То есть роллер, колеса, кстати, есть. Отлично вообще. Чуть-чуть мы ее протрем. И буду я по ней пилить отдельный обзор, потому что по Ferrari, да по любой машине всегда нужно отдельный обзор. Даже не знаю, как поставить. Они красивые настолько вот. Может, вот так пусть стоят. Едем дальше. Очень постараюсь не затягивать, потому что на 40 минут видео смотреть никому не интересно. Так, это у нас очень ожидаемый 935 Porsche. Кстати, даже не открывался. Да, действительно, он даже не открывался ни разу. Я думаю, видно, что это за автомобиль. Porsche есть Porsche, ребята. Это то, из-за чего я и захотел полезть в кошки и их собирать. Потому что Porsche. Так, продолжим. Так, что у нас тут? Собственно, еще один красавчик, уже в красном цвете. Это тоже Viper. Вот, он тоже с шасикой, она не совсем как бы полная, тем не менее мотор есть. Сейчас плату оттуда вот закинем, и будет еще одна машина на ходу. С очень крутым, кстати, лакокрасочным покрытием. Ну, я бы сказал, он прям в идеале. Да, в принципе, и синий в идеале. Честно говоря, вот они все одним лотом 3 машины шли. Честно говоря, там на фотках так не очень их состояние было оценить. Но сейчас я вижу ощущение такое, что их только-только вот открыли с завода. Так, тут у нас аппаратура. Про аппаратуру вообще не очень люблю рассказывать. Что о них рассказывать? Вот. Первый слой, второй слой. Вот. Ну и, собственно, это у нас сейчас. Это госпожа Футаба. Для тех, кто знает, что такое Футаба, ну это круто. Для тех, кто не знает, тем более круто. Тут у нас сменный кварц. Что-то какие-то там еще навороты в любом случае. Вот тут я вижу на ней. Вот, наверное, крышка как-то открывается, да. Вот так. Настройки, лампочки. Надеюсь, батареек нет. Да, батареек нет, и это здорово. Ну, Футаба у нас тут пока не стоит. Прикольная Футаба, конечно. Так, дальше. Вау. Это просто вау. Вот это уже неожиданно. Я к одному из лотов заказывал там. Ну, фотка была тоже не очень подробная. Я не ожидал. Вот, блин, вот это вообще неожиданно. Мне подарили боксы, то есть контейнеры. Я смогу в них дошик носить. Или заваривать. Всегда интересно открывать такие вещи. Это у нас тоже 350 кузов. Ну, Z 350. Хром какой-то. Первый раз хром встречаю. Вообще раньше не встречал. Тоже 350 на расширении. Очень похож на тот, но другая, получается, гоночная команда. Вот. Во всем остальном, в принципе. Да, блин, да он в идеале. Ну, что тут говорить. Он получается, как хромирован. Тут даже меня видно в отражении. Наверное, видно. Может, и камеру будет видно. Пипец. Вообще ни разу таких не видел, честно. То есть, ну, в смысле, я на аукционе я их видел, конечно, но что это хром, там по фотографиям вообще не поймешь. Вот так вот. Так, боксик ставим. Дальше. Тут у нас белый неокрашенный кузов. У меня это у нас Ламбо. У меня еще не было неокрашенных кузовов. Они есть в продаже там в России, там на Авито и так далее. Тут паспорт. Тут еще
то ли клей, то ли чего, запасные части. Я не буду открывать, чтобы ничего не потерять. Это ламба, короче. Вот. Это такая же кошка, все полноценно, только вы ее красите в свой цвет, который вам нравится. Вот. Покрасили, заполировали, все готово. Отличный вариант, кстати, для тех, кому не нравятся штатные цвета, либо это хороший вариант для тех, кто хочет подешевле, подоступнее, скажем так. То же самое, это у нас 360 GTC Ferrari, и с ней интерес в том, что GTC это не просто обычный кузов, а у нас там вот видно, там спойлер идет, некая запчасть. GTC это машина уже с обвесом, то есть вот губа видна, тут еще всякие детальки, ну спойлер сюда станет. Вот, точно так же красим, клеим ливреи или что хотим. И отличный вариант, я считаю, потому что, ну, мало ли кто-то захочет, допустим, Ferrari не в красном цвете, либо еще в каком-то, не знаю. Вот так. Так, это вот надо будет узнать, что это за химия такая, скорее всего клей, опять же. Продолжаем. Тоже очень долгожданный вариант. Что-то, мне кажется, я уже повредил бокс только что своим ножом. Да, похоже. Да. Ну ничего страшного. Бокс это всегда для защиты. Тоже не открывался. Это у нас 934 Porsche. Супер крутой, я бы сказал, редчайшей ливреи Егермейстера. Офигенная машина. Просто круто. Да, он не распаковывался все, то есть пломбы на месте. Такой крутой Porsche. Обязательно сниму по нему отдельный обзор вместе с 935. Крутые тачки. Реально, Porsche это всегда круто. Так, это у нас еще два кузова. Я когда-нибудь в отдельном видео обязательно расскажу, как это все происходит, как я это все покупаю на аукционе, но только в том случае, если это кому-то будет интересно, в чем я, конечно, сомневаюсь. GTR, это у нас 34-й GTR, тоже машина очень интересная, необычная. Сейчас попробуем не повредить. Пакуют очень здорово. Так, это GTR, похоже, то есть я видел на фотках, что он черный, но, судя по всему, кто-то его красил сам, собственными руками, собственными граблями. Да, он с баллона покрашен. Ну вот, наверное, я не знаю, будет ли это видно. Боковины у него в идеале просто, то есть, получается, низ красили перепылом, он блестит, а верх такой более матовый. Вот. Ну, колхозная покраска, что тут взять? Но это 34-й легенда все-таки, как бы. Да, он плохо покрашен, но все равно круто выглядит. Даже в такой окраске, он еще и с боксом. Ну, получается, да, это, то есть его покрасили, и, видимо, пришло понимание, что не все получилось. Ну и ладно, для нас это неплохо, для японцев плохо, а для нас нормально. Это у них там перфекционизм везде. 360-я Ferrari, обычная, то есть, скажем так, классическая модификация. Тоже не окрашена, фонарики есть, вот крепления, запчасти там какие-то, воздуха, не знаю даже что это, или воздухан, или корпуса фонарей. Просто белая 360-я Ferrari. Очень, кстати, хороший вариант тоже. Она, как и GTC, только вот в классическом таком исполнении. Вот у меня две 360-х теперь будет, это здорово. Продолжим. Это у нас тоже 360 GTC, только уже в полноценной раскраске, только в неполноценном состоянии. Даже не знаю, вот это скорее ошибочное приобретение, потому что она не в самом лучшем виде. Нет, она крутая, все. Или это 430, честно, уже не помню даже. Тут что-то зеркало вот приклеили, оно есть. Наверное, это все-таки 430. Или 360. В общем, если кто точно знает, напишите, я потом там посмотрю. Сейчас как бы это уточнять особо никому не интересно. Ну вот так. Так.
Вот здесь ее поставлю. Она хорошая, все, но только вот состояние, скажем так, боевое. Так, это у нас тоже какие-то частульки. И сейчас мы узнаем, что здесь. От F1 диски. Блин, крутые диски, жаль, очень жаль, что у меня нет F1, потому что, ну, мы ее в любом случае найдем. F1 на самом деле очень интересная серия у кошек. Там есть тоже, ну, что посмотреть. Тоже шины на F1, то есть, по сути, можно колеса собрать в комплекте. На обычную кошку они, наверное, не очень станут, а вот на такие, это как раз от них. И, собственно, диски от 360 Ferrari. И да, и вот самая как раз разница. Это у нас 360 классическая Ferrari, от нее классические диски. Это версия GTC и диски такие, ну, трековые, кольцевые, там назвать как угодно, гоночные, короче. Вот так вот. Эти диски надо бы не потерять, желательно. Дальше мы уже сейчас покажу, мы уже подходим, собственно, вот. Тут практически ничего-то и не осталось уже. И вот он идет к нам, великий и ужасный. Вот это я ждал, скажу честно. Нет, там внутри ничего нету. Но, я признаюсь, я ждал этот чемодан. Сейчас объясню почему. Это у нас, собственно, чемоданчик. Какой-то у него тут серийный номер есть. У него здесь есть фирменный логотип. То, что мне больше всего нравится. Он немножко с повреждениями. Вот такой чемодан. Конечно, тоже походил уже. Надеюсь, мне дошик положили хотя бы вовнутрь. Но на фоне этого чемодана теперь я могу снимать все свои видео. Вообще, как я понял, это чемодан от... ну, в принципе, все логично. Это чемодан от машины. Кстати, вот это для меня неожиданность. Это прям целое открытие. Сюда, получается, мы укладываем аппаратуру. Только, скорее всего, не эту. То есть это штатная аппаратура. Очень прикольно, очень приятно открывать такие вещи. Кстати, пульт в идеале. Он реально в идеале. Он прям новый. Очень интересно. Новый пульт. Вот так бонус. Там на фотках было просто изображение пульта. Я не знал, что он прям вот настолько новенький. Класс. Бомба вообще. Ну, скорее всего, здесь все-таки не он, а либо какой-то более прогрессивный. Хотя вырезы под него. Честно говоря, непонятно. Получается, что это просто чемодан для кошки, для одной кошки. Ну, какая-то, наверное, подарочная серия была. У меня здесь Его Величество 32-й Getter. Антенка даже от него есть отдельно. По этому Геттеру, в принципе, не знаю, снимать, не снимать. Я уже там отснял, видео уже вышло на канале. Вот, но здесь разница в том, что у нас здесь получается шасси АВД, то есть полный привод. Ну, естественно, Getter полный привод, значит, должен быть полный привод. Вот. Ну, в принципе, такая посылка. Сейчас посмотрим. В принципе, и все. Больше тут ничего нету. Попкорн, рыбы даже нет. Конфеточек в этот раз тоже не будет, потому что я по ошибке отказался от конфеточек. Очень жалею. Но чемодан, блин, класс. Вот на самом деле круто. С серийным номером. Закрыл кошку, пошел. Ну вот как-то так. Все, на этом все. Я буду заканчивать. Обзоры всех этих машин вы сможете увидеть на канале по очереди. Они там будут выходить в соответствии там с моим графиком. Вот. Я пока поставил график, каждую субботу в 9 утра будет выходить новое видео отдельно по машине. Все, всем спасибо, всем пока. Не забудьте подписаться на ВК, Инстаграм, ну и естественно на этот канал в Ютубе. Все, спасибо, пока.